Глава 446. Перегруппировка ГМ. Если они обнаружат нас, в худшем случае, мы просто вернемся в призрачный туман. Несмотря на то, что мы не сравнимся по силе с культиваторами стадии зарождающейся души в прямой битве, кто может сравниться с методами отступления спасения наших культиваторов призрачного «да»? Этот голос звучал слегка раздраженно. «Да что ты знаешь? Здесь есть, по крайней мере, 4 культиватора стадии зарождающейся души, и все они обладают магическими сокровищами и божественными способностями, эффективными против наших техник призрачного «да». Если ты хочешь умереть, не вмешивай меня в это. Иначе я буду вынужден разорвать наше соглашение и уничтожить тебя здесь же», — с упреком в голосе сказал молодой костяной мудрец. «Не надо так злиться. Я больше не буду упоминать об этом. Однако ты не можешь отказаться от нашего соглашения о поиске подходящего живого тела. Почему ты думаешь, я позволил тебе выбраться из призрачного тумана?» Хотя этот человек боялся гнева костяного мудреца, но не мог не напомнить ему об условиях их соглашения. «Не волнуйся. Поскольку мне нужна твоя помощь, чтобы разобраться с моим учеником-предателем Цзень-Инем, я дам тебе физическое тело, прежде чем я начну действовать. Кроме того, мы братья по несчастью, которые были вынуждены культивировать призрачное «да», как я могу отказаться от нашего соглашения?» Равнодушно сказал костяной мудрец. «Хех. Твои слова по-настоящему успокоили меня», — раздался негромкий голос в сознании костяного мудреца. Костяной мудрец вздохнул с облегчением и сел на небольшое дерево, а затем задремал. Спустя небольшой промежуток времени число культиваторов, которые покинули призрачный туман, стало увеличиваться. Многие из них даже перенесли серьезные повреждения их первородной ци, и теперь им требовалось многолетнее специализированное лечение, иначе их уровень культивации может сильно пострадать. Но даже в этом жалком состоянии у них были радостные выражения на лицах. В конце концов, раз им удалось пройти испытание призрачного тумана, они все равно могли бы собрать какое-то количество редко встречающихся духовных растений. После того, как в сад добрались около 70 культиваторов, скорость прибытия новых культиваторов значительно уменьшилась. С каждым следующим днем прибытие культиваторов становилось все реже. Среди них была юноша, который изначально сопровождал фиолетовую духовную фею. Его одежда была местами разорвана, лицо было бледным, как будто ему пришлось пережить большие трудности, чтобы добраться сюда. Войдя в сад, он какое-то время с беспокойством искал фиолетовую духовную фею. На его лице была нерешительность. В этот момент великий мастер Цзень-Инь и костяной мудрец стали беспокоиться, потому что Хань Ли до сих пор не прибыл. Костяной мудрец был более спокойным. Хотя он чувствовал раздражение, его лицо все еще сохраняло спокойствие. Однако великий мастер Цзень-Инь не мог сдерживаться. Он иногда открывал глаза и мрачно проглядывал в сторону призрачного тумана, не в силах успокоиться. По правде говоря, мрачный темперамент этого человека обычно не давал ему проявлять свое нетерпение. Однако у Хань Ли было то, что было нужно ему для охоты за сокровищами. Именно поэтому великий мастер Цзень-Инь находился в безнадежной ситуации. Большинство людей не обращали на это никакого внимания, но конфуцианский старик, который был рядом с ним, открыл глаза. Слегка кашлянув, он спросил: «Неужели господин Даос беспокоится о том, что кто-то до сих пор не прибыл?» Старик подозрительно уставился на великого мастера Цзень-Иня. Когда тот услышал это, его выражение лица снова стало спокойным, и он равнодушно ответил: «Да так, ничего особенного. Просто это интересный юнец, которого я встречал раньше». Странный блеск вспыхнул в глазах конфуцианского старика, а затем он сказал с таинственной улыбкой: «Интересный юнец. Вы должны меня с ним познакомить. Я люблю брать шефство над неопытными юнцами, которые обладают большим потенциалом». Старый ублюдок. Он слишком подозрительный. Цзень-Инь был крайне раздосадован тем, что Хань Ли еще не появлялся и не хотел иметь дело со схемами старика. Таким образом, он просто закрыл глаза и заставил себя медитировать. В то же время громкий голос можно было услышать еще раз в углу сознания костяного мудреца. «Костяной мудрец, твой помощник еще не прибыл. Могли ли призраки его поглотить?» В этом случае он оказался бы слишком слабым, чтобы быть полезным, с иронией сказал голос в голове костяного мудреца. Костяной мудрец вздохнул. Учитывая его темперамент, было действительно трудно сохранить его молчание. Ему также было невозможно убить его, поскольку он был слишком полезным. До сих пор никто не окинул их подозрительным взглядом. Казалось, что их короткие переговоры не вызывали никаких подозрений. С этой мыслью костяной мудрец печально проговорил: «Этот человек слишком таинственный». Хотя он и молод, и его уровень культивации был только на ранней стадии формирования ядра, невозможно, чтобы его поглотили призраки.
Даже если бы ты сам наткнулся на него, ты бы сбежал, поджав хвост, если, конечно, твоя душа бы не рассеялась раньше. Не стоит его недооценивать. Ранняя стадия формирования ядра. Разве костяной мудрец слишком сильно меня недооценивает? Против такого культиватора мне стоит только открыть рот, и я тут же поглощу его кровавую сущность, с недоверием сказал низкий голос. Как тебе понравились дьявольские стрелы? А что бы ты сделал, если бы у него были летающие мечи, сделанные из золотого молниеносного бамбука? Низкий голос затихал на мгновение, а затем заговорил с большим скептицизмом. Летающие мечи из золотого молниеносного бамбука. Ты верно шутишь. Был только один стебель золотого молниеносного бамбука, и ты использовал его, чтобы создать дьявольские стрелы. Откуда еще магические сокровища из золотого молниеносного бамбука, хех? Ты и сам узнаешь, рано или поздно, что это правда. И прежде чем ты скажешь, что я тебя не предупреждал, кроме его магического сокровища из золотого молниеносного бамбука, он также обладает несколькими другими неприятными приемами. С какой бы стати я, костяной мудрец, стал объединяться с каким-то культиватором на ранней стадии формирования ядра? Сказав это, костяной мудрец больше не обращал внимания на голос и закрыл глаза, погрузившись в медитацию. Низкий голос тактично промолчал и задумывался над словами костяного мудреца. Через 6 часов костяной мудрец тоже стал раздражительным, потому что Хань Ли все еще не пришел. В этот момент из области призрачного тумана показались фигуры из 3, которые шли бок о бок. Эти 3 были командой Хань Ли. Красивая женщина по имени Юань Я снова скрыла свою красоту под капюшоном. Хань Ли был ошеломлен на мгновение, увидев, что присутствовало так много людей. Осмотревшись, он направился в то место, где было менее всего культиваторов. Фиолетовая духовная фея и Юань Я мельком переглянулись между собой и разошлись. В этот момент появился силуэт красивого молодого юноши в лазурной одежде, который тут же бросился к фиолетовой духовной фее. «Отлично! Я так рад, что ты в безопасности. Я очень волновался». Сказав это, он поспешно подошел к ней и стал осматривать ее раны. «Брат Ли, я в порядке». Когда она увидела его, она остановилась и заставила себя улыбнуться. Ее выражение лица постоянно менялось. Юань Я пристально взглянула на них и пошла своей дорогой. Хань Ли, который нашел уединенное место, увидел, что Юань Я последовала за ним. Немного удивившись, он тут же нахмурился и сказал: «Леди Юань, мы уже покинули призрачный туман. Зачем вы последовали за мной?» Хотя захватывающая красота этой женщины тронула его сердце, он совершенно не собирался объединяться ни с одним незнакомым человеком, поэтому сразу остудил ее пыл своими холодными словами. Однако слова Хань Ли не рассердили Юнь Я. Вместо этого она вздохнула и сказала: «Пожалуйста, не обижайтесь, брат Хань. Я последовала за вами, поскольку у меня не было выбора. Господин Даос должен знать, что мое магическое сокровище претерпело огромный урок в битве с королем-призраком, так что не могу его использовать. Небесный зал полон великих опасностей, а я знаю здесь только вас. Приходить сюда было глупое решение. Пожалуйста, не оставляйте меня здесь на смерть». Когда женщина говорила это, ее глаза покраснели, а голос стал сбиваться, будто она была готова заплакать. При виде этого Хань Ли сильно нахмурился. «Леди Юань, поскольку вы сказали это, мне нужно будет задать вам несколько вопросов. Но сначала я хотел бы сообщить, что я не какой-то там джентльмен, и мое сердце не наполнено благородностью. Я особенно не желаю быть использованным без оплаты или знаний», равнодушно сказал Хань Ли, словно не замечая печального выражения на лице женщины. «Господин Хань, пожалуйста, не стесняйтесь спрашивать. Если вопросы не касаются каких-либо секретов, я обязательно расскажу вам обо всем». Хотя женщина была несколько раздражена, что Хань Ли не проявил к ней никакой жалости или симпатии, ей была нужна помощь, чтобы достать то, что она хотела, поэтому у нее не было выбора, кроме как согласиться. Положив руки за спину, Хань Ли неторопливо спросил женщину, не моргая: «Мои вопросы довольно просты. Что является вашей целью? До какого испытания вы намерены идти? Кроме того, я заметил у вас панику ранее, так что мне кажется, что вы что-то скрываете. У вас какие-то неприятности? Я определенно не хочу в это ввязываться». Глава 447. Другой мир. Услышав эти вопросы, женщина сохранила спокойствие, создавая впечатление, будто она ожидала эти вопросы. Однако его последний вопрос вызвал у нее небольшую панику. Она ответила с наигранной улыбкой: «Последний вопрос Даоса очень странный. Какую великую проблему я могла спровоцировать? Причина, по которой я была в панике с самого начала, была потому что
Не дожидаясь, пока она закончит, Ханли прервал ее. Если леди Юань не хочет говорить правду, то оставьте это. Мне не интересны пустые оправдания. Ты, видя, что ее слова не тронули Ханли, Юань я разозлилась. Она решительно топнула ногой и ушла. На лице Ханли не было никаких изменений, когда женщина ушла. Затем он перевел свой взгляд на фиолетовую духовную фею, которая сейчас разговаривала с молодым мужчиной с непринужденным выражением на лице. Когда она увидела, что Ханли смотрит на нее, она слегка улыбнулась ему и что-то пробормотала юноше. При виде этого Ханли посмотрел на него, но не успел о чем-либо подумать, как услышал голос костяного мудреца. «Почему ты так долго? Я уже начала думать, что ты не можешь справиться с каким-то призрачным туманом. Может быть, ты натолкнулся на короля призраков». Голос костяного мудреца содержал недовольство и сомнение. Услышав это, Ханли посмотрел в дальний угол и равнодушно ответил: «По дороге сюда я встретил свирепого призрака». Однако это не заняло много времени. Но затем мне встретилась большая группа призраков-пожирателей душ, так что я потратил на них уйму времени. Призраки-пожиратели душ? Костяной мудрец был в шоке. Что? Неужели господин боится призраков, несмотря на то, что культивирует техники призрачного «да»? Спокойно спросил Ханли, хотя в его словах была слышна усмешка. С чего бы мне их бояться? Мне просто очень любопытно узнать, как вам троим удалось избежать такого бедствия. Костяной мудрец быстро сменил тему. Ханли внутренне усмехнулся, но все же дал ему объяснение: мне действительно нечего сказать. Нам просто повезло и удалось избежать катастрофы благодаря случайности. Ах ты хитрая змея. Излишне говорить, что костяной мудрец внутренне проклинал его. Немного помолчав, у него не было выбора, кроме как задать другой вопрос. Хорошо. Поскольку ты не хочешь говорить, я не буду настаивать. В следующий раз, когда я обращусь к тебе, мы отправимся за девятицветным духовным женьшенем. А затем ты поможешь мне уничтожить моего предателя-ученика Цзень-Иня, нет проблем. Если вы поможете мне найти девятицветным духовный женьшень и дадите формулу, я рискну помочь вам. Ханли согласился без малейшего колебания. Казалось, он уже давно решил. Его ответ понравился мудрецу. Слегка усмехнувшись, он не сказал больше ни слова. Однако он не заметил насмешливую улыбку Ханли и холодный свет, который иногда мерцал в его глазах. Ханли внезапно почувствовал, что другой человек смотрит на него. Он невольно поднял голову и увидел, что на него радостно смотрел великий мастер Цзень-Ин. Это выражение лица напоминало его тигра, который увидел свою добычу. Ханли выразительно отвернул голову и с горячью улыбнулся. Казалось, что избежать конфронтации с великим мастером Цзень-Инем было невозможно. Цзень-Инь явно не собирался отпускать его по какой-то неизвестной ему причине. Однако, великий мастер Цзень-Инь, казалось, имел свои собственные опасения. Почему он так терпеливо ждал и не сделал ход, чтобы задержать его в зале? Ханли мрачно сел на участок травы и начал медитировать. Он использовал немало магической силы в призрачном тумане и нуждался в ее восстановлении до пикового состояния, чтобы иметь возможность справиться с любыми трудностями, которые могли произойти. Вздрогнув, Юань-Я невольно взглянула на Ханли. Хотя в ее взгляде было негодование, в нем также можно было прочесть и одиночество. Хотя фиолетовая духовная фея болтала с обеспокоенным юношей с улыбкой на лице, ее взгляд бессознательно был направлен на Ханли, словно она волновалась. Ханли же просто размышлял, не обращая внимания на их взгляды. Время быстро прошло, и вот настал следующий день. На этом этапе многие из культиваторов уже были нетерпеливы. Они окружили голую каменную плиту, которая располагалась в центре нефритовых павильонов. Благодаря их опыту, полученному в первом зале, культиваторы были особенно шокированы при виде того, что эта каменная плита также была транспортной формацией. Она выглядела точно так же, как и формация в первом зале. В этот момент два старика в белом из Дворца звезд спокойно подошли к ней. Изучив ее, старик со спокойным выражением лица сказал: «Эта транспортная формация приведет вас к путям льда и огня, где вы войдете во второе испытание. Перед тем, как войти во второе испытание, у каждого найдется время, чтобы собрать духовные травы и духовные плоды в качестве награды за прохождение первого испытания. Если вы считаете, что проходить другое испытание слишком опасно, вы можете вернуться сюда. Через месяц здесь появится транспортная формация, чтобы вернуть вас в главный зал. Но независимо от того, решите ли вы пойти на второе испытание или вернуться сюда, у вас есть только один день, чтобы собрать духовные травы на всей территории. Если по прошествии этого времени вы не появитесь, вы застрянете там навсегда. Насколько мне известно, культиваторы, которые остались там, никогда больше не вернулись. Причина их исчезновения до сих пор неизвестна.
Так что не стоит слепо надеяться на вашу удачу, пытаясь намеренно остаться там. Голос старика в белом был не очень громким, но его могли слышать все. Те, кто уже знал это, особо его слушали, а другие, кто не знал, были очень удивлены. Затем два этих старика прошли через транспортную формацию и бесследно исчезли. На этот раз другие культиваторы не колебались, и каждый последовал их примеру. В конце концов, время было ограничено. У них был только один день для поиска духовных предметов. Так что они совершенно не хотели тратить его впустую. Хань Ли неосознанно обратил свой взгляд на костяного мудреца, а затем вошел в толпу культиваторов, которые спешили к транспортной формации. Но как только он подошел к транспортной формации, Хань Ли почувствовал, что грозный взгляд Цзень Иня снова был направлен на него. Ярость и опасения зашевелились в его сердце, и он с горечью скривился, когда прошел сквозь белый свет. Несмотря на то, что он знал, что он питает к нему злые намерения, он был бессилен что-либо сделать. Это чувство беспомощности вызвало в нем чувство сильной мести, которую он забыл много лет назад. После того, как свет исчез, Хань Ли сделал несколько шагов за пределы транспортной формации и осмотрелся по сторонам. То, что он увидел, поразило его. Небо было темно-синим, наполненным облаками. Бесконечное пространство изумрудно-зеленой травы окружало его. Иногда ветер колыхал ее, принося чудный аромат травы. Издалека виднелся горный хребет. Неужели они все еще были в небесном зале? Как могла быть такая трава в воздухе? Долгое время Хань Ли оставался в тихом оцепенении. В этот момент костяной мудрец вышел из транспортной формации. При виде удивленного взгляда Хань Ли, он сказал: «Разве это не потрясающе? Первый раз, когда я прибыл сюда, я был удивлен не меньше, чем ты сейчас. Но это не иллюзия, это все по-настоящему. Здесь такая плотная духовная ци и неописуемый запах чистой природы, это место не может существовать во внешнем мире». Затем он глубоко вздохнул и медленно насладился этим запахом. Этот маленький мир должно быть результатом великой божественной способности какого-то культиватора из древней эпохи. К сожалению, даже мы, кто из более старшего поколения, не были свидетелем создания такого чуда, с небольшой грустью в голосе сказал костяной мудрец. Разделение небес и земли на части. Хань Ли был ошеломлен. Угадав то, что подумал Хань Ли, костяной мудрец спокойно продолжил: в этом нет ничего странного. Божественные способности древних культиваторов намного превосходят то, что мы даже можем себе представить. Но по неизвестной причине эти древние культиваторы полностью исчезли с этого мира. Именно после этого появился наш собственный мир неполноценной культивации. Хань Ли больше не задавал вопросы, а его взгляд невольно упал на маленькую дорогу перед ним. Извилистая дорога вся была покрыта густо заросшими неизвестными дикими растениями. Из-за этого было трудно представить ее протяженность. В глазах Хань Ли тайна удивительных способностей древних культиваторов вместе с их исчезновением не имела никакого значения. Для него было лучше решить его собственные проблемы, чем думать о древних культиваторах. Глава 448. Маленькая гора. Следуя по этой дороге через несколько сотен километров, ты увидишь каньон, окруженный барьером. Он узкий и очень длинный. Как только ты войдешь в каньон, ты окажешься в совершенно другом мире. В этом мире будут два пути выбора: путь глубокого кристалла и путь лавы. По пути глубокого кристалла твое тело может замерзнуть до костей, и если не будешь осторожен, то твое тело превратится в лед. Что касается пути огня, то он настолько горячий, что можно легко превратиться в золу. Только после того, как ты достигнешь конца каньона, ты найдешь следующую транспортную формацию. Как только ты пройдешь через нее, ты завершите второе испытание — пути огня и льда. Как сказали двое из Дворца звезд, у каждого будет день, чтобы поискать духовные лекарственные растения, прежде чем они войдут в каньон. Результаты поисков зависят только от твоей собственной удачи. Договорил костяной мудрец. Хань Ли невольно открыл и закрыл рот, словно думая, стоит ли ему задавать свой вопрос. Когда он увидел выражение костяного мудреца, он промолчал. В это время из транспортной формации за ними появилось еще 3 вспышки белого света. Только что пришедшие культиваторы равнодушно взглянули на Хань Ли и костяного мудреца, а в следующее мгновение они уже превратились в полоски света и метнулись к далеким горам. Все они стремились начать охоту за сокровищами как можно скорее. При виде этого костяной мудрец нахмурился и, немного поколебавшись, сказал: «Вперед! Если мы не уберемся отсюда до появления Цзень Иня, у нас будут неприятности». Затем, не дожидаясь ответа от Хань Ли, он превратился в темное облако и поднялся в небо. Выражение Хань Ли сильно изменилось.
Он безмолвно превратился в лазурную полоску и последовал за ним. Вскоре после того, как Хань Ли и Костяной Мудрец улетели отсюда, из транспортной формации вышел Цзень Инь, Ван Тиньмин и другие культиваторы стадии зарождающейся души, праведная Да во главе с Ван Тиньмином и дьявольская Да во главе с Мэн Хусци. Когда появился Цзень Инь, он был немного расстроен, что Хань Ли уже не было поблизости. Тем не менее, его выражение лица не выдавало этого ни малейшим образом. Он даже подшутил над конфуцианским ученым. Когда красивая женщина по имени Вэнь Цзиба увидела их противостояние, она холодно сказала: «Я только хочу собирать духовные травы. После того, как я закончу, я вернусь в павильон. Вы все можете сражаться, если хотите, но не вмешивайте меня в свои дела». Сказав это, она превратилась в шар серебряного света и унеслась в воздух. Ван Тиньмин несколько раз взглянул на культиваторов дьявольского Да и что-то раз прошептал своим товарищам по праведному Да. Вскоре после этого эти трое безмолвно взлетели в небо, превратившись в 3 полоски света. Оставшиеся культиваторы дьявольского Да удивленно уставились им вслед. Они не знали, должны ли они последовать за ними или заняться своими делами. Но прежде чем они решили, культиваторы праведного Да уже скрылись из их поля зрения. Когда великий мастер Цзень Инь увидел это, его глаза сверкнули странным светом. Слегка кашлянув, он сказал с широкой улыбкой: «Брат Цин, брат Мэн, я пойду собрать несколько духовных трав для создания таблеток. Давайте встретимся у входа в каньон». Сказав это, великий мастер Цзень Инь взмахнул рукавом и выпустил черный туман. Захватив в туман Вучжоу, он исчез с порывом холодного ветра. Выражение лица Мэн Хуцзы стало суровым, в то время как лицо старика Циня не выдавало особых эмоций. Этот Цзень Инь скрылся довольно быстро. Похоже, его техника движения стала еще более удивительной. «Господин Даос Цин, если вы свободны, как насчет того, чтобы собрать немного фруктов бытия со мной? С нашей общей силой у нас будет больше возможности победить горных демонов, охраняющих духовное дерево. Когда настанет время, мы разделим их поровну. Поскольку ваш уровень культивации достаточно продвинутый, эти плоды смогут продлить вашу жизнь на достаточный промежуток времени», сказал Мэн Хуцзэ старику, конфуцианцу. Когда Лао Маньцин и услышал это, сначала он был ошеломлен. Немного подумав, он смущенно ответил: «Брат, мои извинения. У меня есть свои дела, так что у меня нет времени, чтобы сопровождать вас. Встретимся у каньона». Сказав это, он превратился во вспышку света и улетел. Лицо Мэн Хуцзы позеленело от гнева. «ГМ, вы действительно верите, что этому мне нужна помощь, чтобы собрать фрукты бытия? Когда я прибуду во внутренний зал, я покажу вам». Пробормотал Мэн Хуцзы, а затем исчез в небе, превратившись в полоску желтого света. В настоящее время Хань Ли уже 4 часа следовал за черным облаком Костяного Мудреца, а внизу, на земле, трава постепенно сошла на нет. Рельеф под ними заменился извилистым горным хребтом. Этот впечатляющий пейзаж невольно бросался в глаза. Хань Ли, окутанная аурой света лазурного меча, спонтанно заговорил: «Место, о котором вы говорили, действительно так далеко. Я подозреваю, что если мы будем летать намного дольше, мы достигнем конца света». Из черного облака Костяного Мудреца послышалась усмешка: «А ты думал, что 9-цветный духовный женьшень можно найти в каком-то легкодоступном месте? В противном случае, заполучить его не было бы ни единого шанса. Если ты хочешь получить большие преимущества, тебе придется научиться быть терпеливым». Когда Хань Ли услышал командный тон, с которым Костяной Мудрец сказал это, он промолчал, хотя глаза засияли холодным светом. В конце концов, этот старый эксцентрик обладал огромным опытом и имел право говорить с таким тоном. Хотя он был немного недоволен, он не собирался тратить свое дыхание на бесполезные слова. Тем не менее, полет в течение столь длительного времени, даже не зная места назначения, заставил Хань Ли почувствовать себя неловко. Он был настороже по отношению к этому старому дьяволу, поскольку опасался, что он может стать жертвой его схем, когда будет меньше всего ожидать это. Их союз был абсолютно ненадежным. Хань Ли не верил в то, что в прошлом Костяной Мудрец летел так долго, безо всякой причины. Если бы он хотел найти духовные травы, то он стал бы их искать в горах, богатых духовной ци, которые они уже пролетели. Даже на такой большой высоте Хань Ли все еще мог четко ощущать духовные колебания плотной ци. Духовные травы, которые росли в этих горах, наверняка были бы крайне редкими. Хань Ли очень скептически относился к тому, почему Костяной Мудрец проигнорировал их в предыдущем путешествии в Небесный зал. Неясно, видел ли Костяной Мудрец подозрения Хань Ли, или он чувствовал себя неловко от тишины. Костяной Мудрец вдруг заговорил нерешительным тоном: «Я уже бывал в этом мире 2 раза. К счастью, я обнаружил 9-цветный духовный женьшень при своем первом путешествии сюда.
Тогда я гнался за летающим крикуном и случайно наткнулся на Жэньшень. В конце концов, эти бессмертные предметы, как говорят, не появляются просто так. Согласно моим предположениям, этот Жэньшень был случайным образом сформирован с помощью плотной духовной ци неба и земли. Это было то, что превзошло даже ожидания древних культиваторов. Хе-хе. И теперь оно окажется тебе очень кстати. Последние слова костяного мудреца содержали нотки зависти и сожаления. Так и есть. Хотя Хань Ли несколько сомневался в этом и все еще держался осторожно, он смог немного расслабиться. Они продолжали летать довольно долго, прежде чем черное облако внезапно остановилось. Костяной мудрец посмотрел вниз с мерцающим взглядом. Он неторопливо сказал: «Мы на месте». Однако не стоит быть слишком беспечными. Девятицветный духовный Жэньшень чрезвычайно чувствителен. Если он чувствует, что что-то не так, он может убежать. Перед тем, как действовать, ты должен внимательно изучить его. Иначе мы вернемся с пустыми руками. Старик уверен, что это место. Это духовный объект здесь. Когда Хань Ли взглянул внизу, его выражение стало странным. Под ними стояла небольшая, ничем не примечательная гора. Мало того, что она была совершенно пустой, поток духовной ци на ней был чрезвычайно скудный. Она в значительной степени контрастировала с окружающими его большими горами. Хань Ли было трудно поверить, что эта маленькая пустынная гора была тем местом, где обитал девятицветный духовный Жэньшень. Черное облако костяного мудреца медленно рассеялось, показывая его тело. Он заговорил с Хань Ли с таинственной улыбкой: «Хе-хе, мальчик. Понятное дело, что ты удивлен. Я также был очень удивлен, когда обнаружил его здесь. Однако эта гора на самом деле является местом обитания девятицветного духовного Жэньшэня». Поскольку костяной мудрец сказал это, Хань Ли замолчал и снова опустил взгляд вниз. Костяной мудрец больше не обращал внимания на Хань Ли и также посмотрел вниз. Его глаза внезапно засветились кровавым светом, удивив Хань Ли. Глава 449. Ловушка. Костяной мудрец несколько раз перевел взгляд своих пугающих красных глаз, прежде чем их сияние исчезло. После того, как глаза костяного мудреца вернулись к норме, он спокойно сказал: «Да, девятицветный духовный Жэньшень здесь». Следы его чистой духовной ци уже видны с поверхности горы. Сердце Хань Ли вздрогнуло. Он добавил духовную силу в глаза и пристально осмотрел маленькую гору. Однако он был очень разочарован тем, что не увидел ничего необычного. Когда костяной мудрец увидел, что взгляд Хань Ли засиял, он понял, что тот делает. Он презрительно улыбнулся и сказал: «Ты что, правда думаешь, что сможешь увидеть чистую духовную ци девятицветного духовного Жэньшэня? Только культиваторы на стадии зарождающейся души обладают достаточно сильным духовным чутьем, чтобы увидеть его. Хотя моя культивация перешла в призрачное да, сила моего изначального духовного чутья нисколько не пострадала». В словах костяного мудреца была слышна насмешка. На лице Хань Ли не выявила каких-либо изменений, но костяной мудрец непреднамеренно дал ему совет, в результате чего Хань Ли стал использовать свою технику великого развития. Через мгновение Хань Ли обрадовался. В конце концов, он увидел слабые, еле заметные очень следы голубого света, рассеянного по всей горе. Не зная, что Хань Ли мог ясно видеть чистую духовную ци, костяной мудрец посмотрел на гору и безразлично сказал: «Поскольку я уже была здесь раньше, у меня есть способ поймать девятицветный духовный Жэньшень. Ранее я приобрел несколько предметов с небольшого острова по пути, но сначала нам нужно установить ловушку. В этом случае мы сможем поймать Жэньшень». Затем он потянулся рукой к сумке для хранения и достал ослепительный золотой предмет. «Что это?» Хань Ли с изумлением посмотрел на него. Золотой шарик размером с яйцо излучал слабое сияние, как будто он специально был создан таким. Костяной мудрец хмыкнул над недовольным выражением Хань Ли и схватил шар. Из золотого шара по вспышке черного света вырвались длинные золотые нити и мгновенно переплелись в золотую сеть. Хотя она была размером всего с ладонь, она производила необычное впечатление. Костяной мудрец посмотрел на Хань Ли и торжественно сказал: «Девятицветный духовный Жэньшень можно поймать только с помощью предмета из чистого золота. Другие магические сокровища и инструменты будут полностью неэффективны. Позаботься об этом. Он пригодится, когда Жэньшень попытается сбежать». Хань Ли вскинул брови лоб и задумался на мгновение, прежде чем молча приманил к себе золотую сеть. Шух! Сеть подлетела к нему в руку, и он убрал ее в сумку для хранения, даже не взглянув. Когда костяной мудрец увидел это, в его глазах появилось радостное выражение. Взмахнув рукой, он достал 4 желтых земляных флажка.
На маленьких флажках были талисманные метки, которые сияли мерцающим блеском. Благодаря своему нынешнему мастерству в области формирования заклинания Хань Ли был удивлен при виде этих небольших флажков. Казалось, он не верил своим глазам. «Что? Мой мальчик Хань Ли, ты узнаешь, что это за флажок?» Когда костяной мудрец увидел удивление Хань Ли, он также был удивлен. Хань Ли не стал сразу отвечать, а еще раз пристально вгляделся в маленький флажок. Затем он поднял голову и торжественно сказал: «Это флажки для установки формации черной небесной черепахи. Кроме нее, ни одна другая формация не обладает такими великими земными атрибутами. Черная небесная черепаха». Лицо костяного мудреца неожиданно вспыхнуло, но вскоре он успокоился. «Я не ожидал, что ты на самом деле владеешь до формирования заклинаний. Кажется, я нашел себе подходящего помощника. Ты прав, это флажки для создания формации черной небесной черепахи. Я усовершенствовал их по дороге сюда. С ее помощью мы можем создать ограничительное заклинание площадью в 100 метров из горного камня, который будет плотнее металла, и мы сможем заманить Жэньшэнь в ловушку. Поскольку ты знаком с формирования заклинаний, я позволю тебе установить формацию. Пока ты будешь это делать, я поищу твердые следы Жэньшэня». Вскоре после этого он передал 4 желтых флажка и превратился в черное облако, потихоньку спускаясь к горе. Хань Ли посмотрел на флажки в руке, а затем повернулся, чтобы взглянуть на спину старого дьявола с странным выражением в глазах. Затем он облизнул губы и спустился вниз. В этот момент раздался громкий голос человека из сознания костяного мудреца. «Костяной мудрец, почему ты отдал ему флаги формации? Не похоже на то, что у вас с ним такие глубокие отношения. Неужели ты что-то задумал?» Этот человек сказал так, будто прекрасно понимал костяного мудреца. «Что ты имеешь в виду?» «Я только попросил его поставить флаги формации, чтобы я смог поймать Жэньшэнь. Воспользовавшись этой возможностью, я убью его», — зловещим голосом проговорил костяной мудрец. «Ты убьешь его сейчас?» «Я тебя правильно расслышал. Я думал, ты по крайней мере подождешь, пока не убьешь Цзень-Иня, а уже потом убьешь и его». В голосе звучало удивление. Костяной мудрец мрачно сказал: «Нет. Этот мальчик слишком хитер. Я боюсь, что дальнейшая задержка принесет больше неприятностей. Кроме того, этот человек понимает мои методы и не позволит себе контролировать меня. Если он случайно выдаст меня моему ученику-предателю Цзень-Иню, это будет ужасно. Хотя вероятность этого мала, я не могу так рисковать. В конце концов, однажды меня уже предали», — голос человека лениво продолжил. «Кроме того, ты с самого начал и не собирался отдавать ему Жэньшэнь, верно? Потратив столько времени на его поиски и поимку, как я могу отдать его другому? Даже если бы девятицветный духовный Жэньшэнь никак не повлияет на мою культивацию, его все еще можно выгодно продать. В конце концов, у него есть летающие мечи из золотого молниеносного бамбука, так что он может стать большой проблемой для нас, призраков. Чем раньше мы уничтожим его, тем лучше. Кроме того, что ты скажешь о его теле?» Злобно улыбнулся костяной мудрец, когда сказал это. Последний вопрос удивил голос призрака. Он очень волновался. «Оно просто замечательно. Ты должен помочь мне захватить его тело. Но как ты планируешь победить Цзень-Иня?» В его вопросе звучала некая нерешительность. «Когда я передал Цзень-Иню свое искусство глубокой инь, я оставил в нем недостаток, с помощью которого я бы смог убить и усовершенствовать его. Если он будет один, мы сможем убить его с твоим новообретенным телом», — с уверенностью в голосе проговорил костяной мудрец. «Вот как? То есть ты с самого начала собирался убить этого юнца, но все равно заключил с ним союз? Ты действительно хитрый лис». Голос, казалось, высоко оценил хитрость костяного мудреца. «Ты переоцениваешь меня. Прежде чем я наткнулся на тебя, я действительно хотел объединиться с ним, чтобы убить Цзень-Иня. В конце концов, даже если я знаю недостаток в культивации моего предателя-ученика, с помощником это будет сделать намного проще. Теперь, когда я встретил своего старого друга, он мне больше не нужен. Было бы лучше убить его раньше и предотвратить любые неудачи, которые могут произойти позже», — небрежно сказал костяной мудрец. «Кажется, тебе удалось провести даже меня. Я по-настоящему поверил, что ты беспокоишься о появлении своего помощника. Я не ожидал, что ты уже давно решил убить его», — голос вздохнул и сказал сложным тоном. «Моё беспокойство в то время было подлинным. Однако я не боялся потери его помощи ради своей мести, но меня по-настоящему волновало то, что его летающие мечи могли попасть в чужие руки. Это будет большой проблемой для тех, кто культивирует призрачное да». Немного помолчав, голос спросил с беспокойством:
ты смеешь так безрассудно действовать против него, хотя у него есть магическое сокровище из золотого молниеносного бамбука? Ты действительно уверен в своей победе?» Поскольку этот вопрос касался и его самого, он, естественно, хотел узнать больше подробностей. В этот момент костяной мудрец летал вокруг горы на малой высоте. То, что я сначала представил, как инструменты для захвата Жэньшэня, можно использовать и для захвата Ханьли. Я не ожидал, что он будет владеть до формирования заклинаний. Именно тогда эта идея и пришла ко мне в голову. Поскольку я передал ему флажки формации, мой план стал еще совершеннее, с таинственной улыбкой на лице сказал костяной мудрец. «Может быть, ты что-то сделал с флажками?» Голос говорил так, как будто что-то понял. «Хех. Узнаешь, когда придет время. Сначала надо найти Жэньшэнь, в противном случае обмануть Ханьли нам не удастся». Костяной мудрец умышленно опустил основные детали, к большому неудовольствию голоса. «Однако, мое искусство культивации демонического призрака мне передал именно ты. Я изначально думал использовать его для поиска Жэньшэня, но я не ожидал, что мой ученик предаст меня. Это стало моей последней надеждой». Глаза костяного мудреца вспыхнули холодным светом. «Я ничего такого не делал. Я сделал только то, что было нужно», — сказал голос и глубоко вздохнул. Глава 450. Раскрывая истинную сущность, не говори глупостей. «Давай сначала найдем Жэньшэнь, а потом убьем мальчишку и отдадим тебе его тело», — костяной мудрец холодно прервал его. «Это не проблема. С нашим великим искусством духовного поиска найти какой-то Жэньшэнь, сущий пустяк», — презрительно сказал голос. «Тогда вперед!» Сказав это, выражение лица костяного мудреца стало напряженным, и он взмахнул рукавами. Из его рукавов вырвались две нити черной ци. В одно мгновение они устремились на землю и исчезли из поля зрения. В этот же миг странный тусклый зеленый свет вырвался из костяного мудреца, а затем быстро исчез. Костяной мудрец застыл в воздухе и закрыл глаза. Ханьли был на земле и устанавливал флажки формации со спокойным выражением на лице. Однако его глаза постоянно ходили из стороны в сторону, как будто он размышлял о проблеме, лоб его был слегка нахмурен. Взмахнув флажок в руке, он полетел, превратившись в полоску желтого цвета, и воткнулся в землю. «Хотя я не смог найти, что именно не так с этими флажками, вы действительно считаете, что я ничего не заподозрю?» С ухмылкой пробормотал про себя Ханьли. Затем он потянулся к своей сумке для хранения и достал оттуда несколько желтых флагов, которые напоминали флажки формации костяного мудреца и излучали плотную земную ци. Странное выражение вспыхнуло в глазах Ханьли, когда он взглянул на маленькие флажки, мерцающие странным светом. Выражение лица костяного мудреца вдруг зашевелилось, и он открыл глаза. Две нити черной ци и зеленый свет взлетели с земли и быстро вошли в его тело. Я нашел его. Девятицветный духовный Жэньшэнь хорошо спрятался. Он скрывает свое истинное тело внутри огромного камня. Трудно было его заметить, гордо сказал голос в голове мудреца. «Хорошо. Тогда надо проверить, закончил ли этот юноша установку формации. Скройся хорошенько и будь осторожен. Ни в коем случае не выдавай себя», — сказал костяной мудрец. «Будь спокоен. Мою технику маскировки может обнаружить только культиватор с духовным чутьем на стадии зарождающейся души. Теперь, если нападешь на него, не рассчитывай на мою помощь. Его божественная способность золотого молниеносного бамбука смертельна для бесплодных душ, таких как я», — сказал голос. «ГМ. Мне не нужна твоя помощь, чтобы справиться с культиватором на ранней стадии формирования ядра. Я, естественно, полностью уверена в том, что смогу его одолеть. Кроме того, тебе не нужно бояться его божественной дьявольской молнии. Несколько дней назад он вывел свои летающие мечи в бой. Любая молния в его магических сокровищах уже исчерпала свою магическую силу в борьбе с призрачным туманом. Когда мы сражались с ним в первый раз, он выпустил рой золотисто-серебряных жуков, к большому разочарованию. Несмотря на мой большой опыт, я так и не смог узнать их. Хотя я не знаю, что конкретно представляют эти духовные насекомые, они должны быть более жестокими, чем обычные насекомые. С равнодушным выражением на лице сказал костяной мудрец. «Но раз божественная дьявольская молния не представляет для меня опасности, я буду действовать по обстоятельствам», — голос вздохнул с облегчением. Костяной мудрец ухмыльнулся и больше не сказал ни слова. Он знал, что не может полностью контролировать его, несмотря на то, что держал его за нить его жизненной сущности. Поскольку этот призрак пребывал в призрачном в течение стольких лет, костный мудрец был уверен, что тот был более опытным в вопросах ограничений души, чем он.
Более того, призрак был готов воспользоваться любой возможностью обретения свободы, даже рискуя получить серьезные повреждения первородной Ци. Поэтому костяной мудрец не хотел угрожать ему. Осмотревшись, он превратился в черное облако и полетел к Ханьле. Через мгновение он обнаружил Ханьли и спустился. Хотя землю здесь можно было считать ровной, вся она заросла сорняками. Рядом был даже небольшой лес из редких больших деревьев. Костяной мудрец спокойно спросил: «Ты закончил установку формации?» «Конечно, она там». Ханьли наклонился к большому дереву и указал на него. Костяной мудрец своим пристальным взглядом увидел большое количество колебаний земной духовной Ци позади Ханьли, как и он и ожидал. Костяной мудрец внутренне обрадовался и достал из своего мешка для хранения нефритовую коробку. Затем он открыл свою крышку перед Ханьли. Ханьли почувствовал сильный запах протухшей рыбы, как только коробка открылась. Он тут же сделал несколько шагов назад и зажмурил нос, подозрительно взглянув на костяного мудреца. «Что это?» Костяной мудрец ответил с равнодушным выражением на лице. «Нет необходимости быть слишком подозрительно. Это фекалии орхидейного мускусного зверя. Хотя для нас этот запах довольно неприятный, он способен привлечь женьшень. Как только мы поместим его в формацию, аватар девятицветного духовного женьшеня обязательно придет за ним. Поймав его аватар, мы легко сможем раскопать его настоящее тело. Таким образом, мы сможем избежать побега женьшеня. Фекалии орхидейного мускусного зверя». Ханьли взглянул на нефритовую коробку в руке костяного мудреца. Теперь он мог четко видеть этот предмет. Это был странный желтый кусок размером с палец. Сильный запах фекалий очень удивил Ханьли. Раньше он слышал об орхидейном мускусном звере. Это был странный зверь, воскрешенный культиваторами. У этого был странный, огненно-красный рог, который испускал особый аромат, способный успокаивать души, что приносило культиваторам большую пользу от его использования. Он ожидал, что его фекалии окажутся такими отвратительными. Он также был полностью ошеломлен тем, что женьшене могло это нравиться. Но после того, как Ханьли увидел равнодушное выражение на лице костяного мудреца, он широко улыбнулся и сказал: «Старший, пожалуйста, поместите предмет в формацию, а я проверю флажки. Затем я буду охранять это место, чтобы захватить его аватар. Что касается настоящего тела девятицветного духовного женьшеня, мне придется беспокоить старшего, чтобы вы принесли его». Сказав это, Ханьли сжал руки в кулак и вошел в лес позади него. С помощью какой-то неизвестной техники он бесследно исчез. Костяной мудрец был поражен. Он внутренне нахмурился, глядя на земляную духовную Ци в лесу. Внезапно его рот дернулся, и он поднял руку. Странный змей из черной Ци метнулся прямо в сердце леса с нефритовой коробкой во рту. Установив коробку в центр формации, змей вернулся к нему. Однако и после этого следы Ханьли были не обнаружены. На лице костяного мудреца появилось мрачное выражение. Он тут же молча взлетел в небо. «Что? Ты на самом деле боишься своего собственного трюка флажков формации, который ты ему дал?» Внезапно раздался насмешливый голос в голове костяного мудреца. «Осторожность никогда не помешает. Сначала я проверю формацию и посмотрю, правильно ли она настроена. Хотя вероятность того, что у него были флажки формирования земного атрибута, невелика, я не могу рисковать». Равнодушно проговорил костяной мудрец. Голос хмыкнул в ответ: «Если бы ты изначально был настолько осторожен, ты бы не попал в такую ситуацию. Кажется, твой горький опыт послужил тебе большим уроком, мой старый друг». Костяной мудрец не мог понять, был ли это сарказм или он действительно хвалил его. Внутренне фыркнув, он не обратил на его слова внимания. Костяной мудрец завис в воздухе и взмахнул рукой. В его руке тут же появился желтый флажок. Этот флажок выглядел точно так же, как и те 4, которые он передал Ханьли, но он был немного короче и казался довольно изысканным. Костяной мудрец взглянул на маленький флажок и слегка потряс его. Флажок сразу же выпустил слабый желтый свет. Несколько раз мигнув в его руке, флажок указал вниз на лес. Костяной мудрец тихо вздохнул, а на его лице появилась злая улыбка. Убрав этот маленький флажок, он посмотрел на маленькую гору и улетел. В этот момент Ханьли, наконец, появился из леса. Глаза Ханьли холодно сверкали, наблюдая за тем, как костяной мудрец удаляется. На его лице появилось взволнованное выражение, а затем его тело размылось, превратившись в легкий ветерок. Протухший запах из нефритовой коробки становился все более мощным, заставляя Ханьли сильно нахмуриться. Все, что он мог сделать, это задержать дыхание. Со временем в его сердце появились сомнения. Он не мог долго оставаться там. Если бы женьшень не обратит внимания на эту приманку, он уйдет ни с чем.
Не успел Ханьли подумать об этом, как выражение его лица изменилось. Его духовное чутье уловило, что между деревьями проскользнул маленький предмет. Ханьли был приятно удивлен этим и сразу же скрыл ауру своего тела. Затем он пристально посмотрел на нефритовую коробку. Сверкнул желтый свет. Трусливый кролик плавал за пределами заклинания формирования. Тело этого кролика было белоснежным, а его кроваво-красные глаза беспрестанно вращались, оглядываясь по сторонам. Казалось, что он слишком осторожничал. Несмотря на это, розовый нос кролика постоянно принюхивался к нефритовой коробке и когда показывал человеческое выражение увлечения. Этот чрезвычайно неприятный запах для Ханьли казался чрезвычайно приятным для этого маленького существа.